очень красивый. Мы там не раз с Лизой были, ну не вместе, но сегодня наша первая совместная поездка туда. Вот. И хотим вам побольше рассказать, показать сам город, его красоту, архитектуру. Так что смотрите, наслаждайтесь. Надеюсь, вам понравится. Какие горы. У нас вообще на самом деле очень красивый вид по пути из Искеля. Мы едем сейчас из Искеля в Гирне. Здесь очень красивые виды. То серпантин, то горы, то поля. Очень красиво. Наконец-таки мы доехали до Гирны. Дорога заняла где-то, наверное, 1:30 плюс-минус. И на самом деле все, если вот вы едете ближе к Гирне, дорога все уже, все какие-то холмы, неровности, да. В общем, было немножко сложновато. Здесь, к примеру, вот такие вот узкие улочки, очень узкие, и односторонние. Наслаждаемся погодой и городом. Мы подходим к центральной улице. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Здесь очень красиво, еще и набережная рядом. Мы подошли к морю. Здесь такой морской воздух, рядом горы. Изюминка города Гирны – знаменитый старый порт Харбор, где мы сейчас и находимся. Рядом с портом расположена Киренийская крепость. Вот она, вы видите ее в кадре. Выглядит она довольно статно и мощно. Уникальна крепость тем, что не единожды, сменив за свою историю внешний облик, хозяев и назначения, она сохранилась, как никто другой. Памятник столь внушительного возраста. И в наши дни может восхищать туристов своим величием, тайнами и легендами. А если подняться на самую высокую точку крепости, можно восхититься впечатляющими видами. Горы, море, мечети и сам город как на ладони. Смотрите, как ярко выходит корабль, точнее яхта из порта в море. Сейчас заходит в порт яхта под названием Шаки. И мы несколько раз арендовали ее, выходили в море, было очень красиво. Мы даже прыгали с этой яхты. Вот Киренийская крепость с другой стороны. Тут же горы в облаках. Здесь очень тихо, очень спокойно. Очень классное место для прогулок. Мы пришли вот в такой вот очень красивый ресторан. Правда, мы поднялись просто посмотреть на вид. Вот там море, но, правда, оно сегодня такое сероватого цвета. Очень много людей и очень красивый вид. Мы с Лизой пришли немножко
немножко перекусить в ресторанчик. Я вам сниму сейчас вид. Здесь в целом цены неплохие. Мы прошлись по некоторым другим. Там, конечно, цены на порядок выше. Вот, не знаю. Я, наверное, закажу себе кофе, может быть, десерт. А Лиза... В общем, покажу вам попозже, что мы закажем. Я заказала айс-латте, но, правда, мне принесли горячий. Я попросила официанта переделать. Вот. И принесли также десерт кюнефе. По-моему, он так называется. Из арабско-турецкой кухни. Буду пробовать. Ни разу не пробовала. Мне еще принесли десерт. Хотя сказали, что просто только мороженое будет. Вот. В общем, очень приятно. Задула еще раз свечку. Лиза также себе заказала чизбургер с картошкой, с колой. Мне наконец-таки принесли айс-карамель латте, который я, собственно говоря, и заказывала изначально. И Лиза тут заметила, говорит, каждый раз, когда официанты подходят к нашему столику, включается музыка Happy Birthday. И они меня поздравили с этой музыкой, и, видимо, у них уже на репите. Такой вот вид из этого кафе, не знаю, ресторана. Вот там видно даже море. Вот. Но если вы хотите сидеть поближе, то рекомендую вам пойти в другое заведение, вот там. Это другой ресторан. И там вы будете прям, можно сказать, очень близко к морю сидеть. Смотрите, такой вот счет у нас вышел. Я, получается, заказала латте и кюнефе. Ну, кейк, он как в подарок шел. Вот. Лиза заказала колу и чизбургер. Вот такой вот счет у нас на двоих. Здесь еще вот есть такое кафе Семин Династии. Очень много разнообразия лукума, пахлавы. Очень все аппетитно. Мы подошли к памятнику, на котором написано «Мир в доме, мир в мире». Да. Что хочу сказать, конечно, жизнь в Гирне очень отличается от жизни в Фомагусте. Здесь очень активно все, так не знаю. Здесь есть сочетание вот именно гор с морем. И это вообще великолепно, как по мне. И да, здесь вот именно гулять, не знаю, здесь прям жизнь кипит, и это чувствуется. В Фомагусте, если вы все же будете гулять, такого не особо, конечно, вы прочувствуете, но там свой вайб. И, тем не менее, тоже очень хорошо. Сейчас мы решили прогуляться по маленьким улочкам Гирне. Здесь также расположен, я так понимаю, это бывший христианский, да, храм. Вот такая вот здесь атмосфера. Двигаемся к набережной. Она была закрыта, по-моему, год на реставрации, а может даже и больше. Но до сих пор, к сожалению, ее так и не открыли. Когда я была здесь в 2021 году, здесь были рестораны расположены и кафе. Вот здесь вот по окраине. Но сейчас, как я вот вижу, только вот там кафе есть. И все. Когда было солнце, мы с Лизой гуляли вон там. А сейчас мы решили прийти на эту сторону набережной. И здесь, как вы видите, немножко другая уже атмосфера. Мне очень нравится сочетание камня с черным деревом. Очень красиво.
Мы хотели зайти внутрь, вот туда, но, к сожалению, закрыто. В 4 закрываются, поэтому не удалось. Но мы наслаждаемся видом с такого вот моста. Представляете, совершенно спонтанно мы решились на путешествие в открытое море. Мы проходили по набережной, и нас позвали. Я сказала, что у меня сегодня день рождения, мне выдали бесплатный билет. Мы заплатили только за Лизу, получается. Лиза заплатила. И вот сейчас мы будем выходить в открытое море. Ну что, мы прокатились на яхточке. Это было очень круто. Да, нас теперь пошатывает немножко. Там море, я поняла. Вот там теперь, море. Да, кстати, здесь есть вот такое пространство. Не знаю. В общем, теперь мы двигаемся домой, потому что уже 6 час. Надо дальше готовиться. Уже начинает потихонечку темнеть. Магазины включают подсветку. Но все равно красиво. Как ни крути. Да. Лиза, скажи о своем впечатлении, что ты думаешь о Гирне? Гирне уже, не первый раз. Ага. Но каждый раз как-то все-таки другая атмосфера ощущается. Да. Особенно, вот. Когда есть с чем сравнить. Прям как будто комфортно здесь, если честно. Да. Вот. Здесь как будто бы вот прям Европой пахнет немножко. То есть даже вот мы идем, посмотрите, по какой улочке. Уютная такая. Очень, да, уютно. Хоть она и узкая. Для автомобилистов, конечно, это проблема небольшая. Но парковочными местами достаточно. Да, кстати, хочу вас предупредить, что здесь есть платные парковки. Я думаю, что в сезон они задирают цены, но мы отдали за 6 часов аренды, за 6 часов парковки 100 лир. Это, в принципе, сейчас курс 300 рублей. Да, в принципе, более-менее, да, нормально за парковку. А так, я думаю, летом они, конечно,
поднимают цены. В центре города вы точно не найдете парковку бесплатную, потому что здесь, конечно, можно припарковать где-то машину, но наподобие вот этого, то есть где-то сбоку на окраине улицы. Так что дело ваше, но я все же рекомендую парковать машины на стоянках. Это и удобнее, плюс она еще и охраняется там. Так что, да. В конце видео хотелось бы с вами поделиться моментом, как данный ресторан поздравил меня с днем рождения. Я была очень рада этому маленькому сладкому сюрпризу. Спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами в следующих видео. Пока!